Всем привет! У нас сегодня обзор новинки от компании MD-Lab. Не совсем типичной новинки для этой компании. Компания MD-Lab известна тем, что производит акустику, усилители, ну и аксессуары с упором на sound quality, на качество звучания. Динамики, которые у нас сегодня в тесте, ориентированы на рынок громкого автозвука. И как бы это логичный ход. Сейчас многие производители автомобильной акустики производят так называемую эстрадку. Это, конечно, уже не эстрадка, но то, с чего началось громкий автозвук, да, вот с P-Audio, с Eminence Setting Sound, то, что до сих пор применяется. А производители автомобильной акустики сейчас выпускают вот этот сегмент в более красивых упаковках, с инструкцией, больше заточенной под установку в автомобиль. Компания MD-Lab не отстает от других производителей, выпустила два вида мидбасов 16,5 см, ферритовый и неодимовый, и два вида рупорных твитеров, один из которых поменьше, другой из которых побольше. Соответственно, первый удобнее установки, звучит приятнее, второй звучит ниже, громче, но требует больше места к установке. Все эти динамики мы отслушали. К сожалению, видеозаписи с прослушкой нет, потому что прослушивать динамики отдельно, всю линейку как-то не очень, надо с чем-то сравнивать со всеми моделями, это огромное видео получилось, поэтому я вам заключение, выводы, которые мы сделали при прослушке, скажу прямо: ничего сверхъестественного в динамиках нет. Это добротные, качественно звучащие, громкие динамики. Неодим, очень интересное звучание, очень интересная цена. X6, я скажу сразу, громче, где-то на середине, где-то на горбе. Но MD-Lab звучит побогаче, выше забирается, ровнее звук, интересный, приятный, по громкости проиграет. То есть вот название Power на самом деле в точку в этой линейке. Ничего здесь сверхъестественного в плане громкости нет. Это просто мощная акустика для тех, кто хочет в автомобиле слушать громче среднего. И никакого шлачного звука, никакого некачественного звука мы не услышали. Играют очень хорошо динамики. Если там вот эти вот споры, зарубы извечные, там громче Герц или Def Bones, я не думаю, что там эти динамики там сравнятся с топовыми по громкости. Но звук очень интересный, за это надо отдать должное компании MD-Lab. Не любые динамики они поехали, видно, что они прослушивали, и очень интересное звучание у всех моделей. Цена, как я уже сказал, очень интересная. Для неодима 6600 за пару — это очень крутая цена, очень низкая. Феррит по суше звучит, но не так интересно, как неодимовый, но ценник намного интереснее. Пищалки порадовала маленькая, на самом деле это клоны, да, сейчас все говорят, это копия того, уже все копия всего, но я бы здесь уже сравнивал все равно, что там действительно кто-то сказал недавно в каком-то видео, если честно, не помню кто, все равно, что говорить на каждый автомобиль, что они передрали у другого автомобиля, у которого 4 колеса, и он такой же длины и ширины. Твитер под названием HT2, это почти точная копия Герца Spell Show твитера или Soundstream SST22 того самого. Вот очень удачная конструкция, решили не изобретать велосипед. Взяли эту же конструкцию, вот динамик в принципе такой же. Ценник очень интересный для пары таких твитеров. Очень, я думаю, будет хороший спрос на эти твитеры. Вот, твитеры поменьше, таких аналогов много. Это и SWAT есть сейчас, такие производятся. Это и даже Kicks. Его отличает очень маленький размер, очень легок в установке. Красивый, это спорно. Как я уже говорил, ничего необычного, интересный ценник и хороший размер. Потроллить надо немножечко, конечно же, потроллить есть что. Вот, троллинг можно начинать прямо с упаковки. Упаковка в принципе красивая, полиграфия качественная. Я бы докопался к логотипу, который красный, теряется на красном фоне. Но это к дизайнерам вопрос, это я уже так докапываюсь. А вот что на самом деле можно затроллить, я не знаю, кого это троллить, китайцев или тех, кто принимал работу. Это полиграфия на коробках мидбасов.
Очень красиво сделано, типа прорыв и в коробке, и там внутри видно динамик, только видно динамик совершенно другой. Когда вы открываете, вы видите совершенно другой материал диффузора, вы видите другой подвес, и вы видите 4 отверстия установочных вместо 8. Там очень красиво на коробке сделано 8 отверстий, в каждом шестигранник закручен. Диффузор непонятно какой-то карбоновый, кевларовый, ну это точно не бумага, которую мы видим, когда открываем коробку. Вот, но на этом этапе в принципе троллинг заканчивается, ничего криминального там и ужасного в динамиках не увидели. Для первой попытки отличные динамики, я думаю дальше линейка будет расширяться. Обязательно к любой из этих связок, да, к любой из этих пищалки и этой серединки нужен мидбас. Эти серединки, они низко не играют, но только если вы не будете слушать их достаточно тихо. Я напоминаю, чем тише вы слушаете, тем больше баса можете подать на динамик. При громком прослушивании мидбас страдает, это чистые серединки обе. И мидбас я рекомендую и к той. Ну, на самом деле, они не врут, у них по заявке они воспроизводят от 110 до 10 тысяч. Ну, то есть не пишут, как Урал написал, от 80 они играют. От 80 Урал не играет. Здесь более точные данные, и это радует. Это говорит о том, что люди действительно понимали, что они привозят серединки. Ну, 110 я и то считаю, что это достаточно низковато. Такие динамики надо резать на 200, 250 Гц. Вот тогда их можно раскрывать по громкости. А действительно, все, на что они способны. Все динамики и пищалки очень качественно выполнены, нигде не видно никаких там излишков клея, нигде никаких заусенцев. Видно, что требования к качеству на производстве были достаточно серьезные, и китайцы с этим справились. В комплекте с обеими пищалками идет конденсатор на 2,2 микрофарада, и это здорово, потому что очень часто в последнее время в стоке кладут 3,3 микрофарада, он режет не так высоко, как 2,2. Мы отслушивали с постепенным уменьшением среза с 80-м пионером разные конденсаторы. И наиболее приемлемый при такой фильтрации 2,2 микрофарада. Он обеспечивает пищалке наиболее правильное звучание, срезает максимальное количество низких частот для фильтра первого порядка. Заявленная максимальная мощность 300 Вт у HT 2 и 200 Вт у HT 1. Я не рекомендую ни 200, ни 300, ни даже 100 Вт вливать ни в какую из этих пищалок, если мы о честных ваттах говорим. Но 30-50 Вт где-то, я думаю, эти пищалки переварить могут. Также по упаковке мы видим надпись Designed in Germany. Дизайн был сделан в Германии. Я не поленился, позвонил в MD-Lab и говорю, а что это означает, собственно. Они говорят, что MD-Lab теперь немецкая компания. Учредитель находится в Германии, головной офис находится в Германии, оттуда рулят компании. Так что компания теперь немецкая. И надо отдать должное, у них очень много качественных вещей. Я бы даже сказал большинство. У них очень хорошая проводка. Мы делали тест, и MD-Lab провод чуть-чуть отстал тогда от Прайда. В чем-то даже он, наверное, был лучше Прайда. У них очень хорошие усилители, рассчитаны на качество звучания. Динамики подтверждены уже не одним титулом. Они даже чемпиона Европы брали на MD-Lab несколько машин, насколько я знаю. Дима Бекренев, он чемпион на MD-Lab, не на самой топовой, кстати, акустики. Там акустика какого-то среднего уровня, а чемпион России уже неоднократный. Вот, компания очень радует тем, что она делает в последнее время. Я бы порекомендовал, конечно, расширять линейку именно громкого звука и работать вот над такими мелочами, как вот полиграфия. Зачем нарисовали один динамик сверху, открываешь там другой динамик, это видно. Причем рисунок одинаковый и на ферритовом, и на неодимовом динамике, а у них подвесы отличаются как минимум. Не знаю, насколько это критично, могли просто нарисовать черно-белый кружок. Так что за компанию MD-Lab остается порадоваться. Очень здорово, что выпустили тоже сегмент громкого автозвука динамики. Мы на данный момент имеем, кто у нас следует, Venue моды, это Урал, да, выпустили недавно эстрадку, Пионер Pro серия, уже достаточно давно. Вот сейчас имеем MD-Lab. Не знаю, кто будет следующий. Такая тенденция. То, что 5 лет назад как бы считалось не, да, вот старожилы автозвука со скепсисом относились к громкому автозвуку, считали, что громко значит некачественно. Хотя, в принципе, сейчас уже приходит понимание, что с ростом громкости просто сложнее вывести ровные ЧХ.
И громкий звук и качественный сделать гораздо сложнее, чем просто качественный. Поэтому это такой челлендж хороший для многих музыкантов, я думаю, даже старожилов, которые, пройдя огромный путь в автозвуке, в просто звуке, да, перебрав огромную кучу компонентов, настроек, потратив огромное количество денег, они начинают со временем понимать, что звук, который они как бы считают эталонным в автомобиле, он не может быть эталонным, потому что когда вы в автомобиле пытаетесь послушать концерт Металлики, вы никогда в жизни не услышите так, как услышали бы на концерте Металлики. Применение громких компонентов дает вам такую возможность, если вы, конечно, умеете ими пользоваться, умеете правильно подобрать компоновку, правильно настроить, правильно установить и не спалить это все еще, потому что токи совершенно другие, когда вы используете эстрадную акустику, когда вы делаете громкий звук. Я думаю, что сейчас понимание начнет приходить к людям, мы больше будем видеть громких проектов, тех, кто внутри хочет действительно услышать тот звук, который был изначально, да, эталонный. Автомобильная акустика никогда вам не даст возможности это услышать. Ну, если быть точным, то послушать музыку вы можете не громко, но если вы захотите кайфануть, почувствовать драйв, автоакустика не дает вам такой возможности. Ну, говоря другими словами, я то, с чего начал свое движение в автозвуке, я вижу, как это сейчас развивается. Мне это нравится, что компании одна за другой понимают, выпускают, дают нам больше компонентов, больше выбора. Динамики эти можно заказать у нас в магазине loudsound.ru тоже работает. Я купил этот домен, долго за него бился. Вот loudsound.ru тоже наш домен, но он сейчас просто переводит вас на .su. Вы можете переходить и туда, и заказывать эти динамики, а также выбор огромный по многим другим. Я напоминаю, что сейчас по многим показателям, например, Rambler Top 100 у нас интернет-магазин номер 1 по даже не автозвуку, а автомобильной электронике в России.